Видали, да? Я одинокий бродяга любви Казанова. Он ушел. Я как самый доблестный алкоголик. Ну, в общем, хлеб это такое, да. Для богатых. Мы же владельцы, как-никак, это... Согласен. Я, говорит, лучше пойду, говорит, к другой, говорит, сеньоре спрошу, говорит, ты все равно, говорит, тупой, ничего не знаешь. День обжирательства. Люди в нашем контенте, которые сейчас меня нахер послала. Денечек-то добрый, товарищи подписчики и не подписчики. Как мы недавно тут выяснили. Мы сегодня почему-то решили поесть гадости. Ну, это пофиг. Вот, и все-таки тот свой долгожданный ролик, который мы уже хотели снять, я не знаю сколько, количество, месяца 2, наверное, точно. Мы еще хотели его там в России снять когда-то по этому поводу. Мы хотим цены. Но мы не просто хотим цены снимать, как сейчас, ну, тут жить не жить, а выживать, существовать или еще что-то. Мы планируем как бы дать топ продуктов, наверное, 5 продуктов там, которые все-таки, ну, типа здесь прям, или как правильно это сказать? Типа... Топ дорогих и топ дешевых продуктов. Смысл видео рассказать не о том, как здесь все плохо, как все дорого, потому что, как мы вчера пообщались с ребятами, те, кто приехал 1,5 года назад, вот они как раз-таки застали момент, вот этот резкий переход цен из дешевых в дорогие. Мы приехали, когда, в принципе, уже вот такой уровень цен, какой сейчас и есть. И поэтому мы хотим рассказать и показать, что, в принципе, не все так страшно. Да, что-то дорого, но что-то есть и выгодно. А это ты про что? А, ты проговоришь, прообщались вчера про Мундолинго. Да, вчера мы ходили на такое организованное мероприятие, называется Мундолинго. Это когда проводят встречи в барах для различных людей, разных национальностей, с разных стран, которые хотят пообщаться или практиковать иностранный язык. О, лишь бы телефон не сперли. Ой. Как свинья ем в кадре. Ну ничего, вам же нравится смотреть, как люди кушают это АСМР или как это называется, я не знаю. Да, мы вставим фотку, как это все примерно выглядело. Когда ты приходишь, тебе клеят сюда флаги, наверху флаг твоего родного языка, а внизу, на которых ты хочешь общаться. Там были люди, у которых по 5 флагов, по 6 флагов, там иврит, немецкий, турецкий, каких только нет. У нас было только 2, это испанский, аргентинский и наш родной русский. Мероприятие было очень интересное, но мы были первый раз, мы сначала очень сильно стеснялись. Чтобы развязать свой язык, мы немножечко выпили, а потом мы встретили русских. Cuidado, por favor. Gracias. Gracias. Вот, встретили русских ребят, зацепились с ними языками, они здесь уже кто-то очень давно и довольно-таки хорошо знает язык, и получилось так, что мы не столько практиковали наш, сколько мы слушали, как разговаривают они с носителями языка. Вот. Но также они помогали нам понимать, что нам говорят, и помогали переводить, что мы хотим сказать. Вот. Но в целом мы попытались. Я уже почти хот-дог доел. А я не могу есть. Давай теперь ты говори, а я буду есть. А что говорить? Мы же докушаем, пойдем. Расскажи про Хоакина. Про Хоакина рассказать? Да, что он здесь... Блин, это клевый чувак, который уже на протяжении 4 лет учит русский язык. Ну, вплоть даже с матерными словами, так что он умеет это все делать. И, получается, он работает на русских ребят. Я как понимаю, в массажном салоне, если я его правильно понял. Вот. Клевый вообще, просто если ты будешь, Хоакин, смотреть это видео, тебе огромный привет, ты вчера очень сильно нам помог. И вообще, мы его добавили в друзья, я так надеюсь, что мы в дальнейшем будем с ним общаться. Не из-за какой-то там выгоды там изучения языка и всего остального. Просто он клевый чувак. Так он что... очень добродушный, доброжелательный. Хоакин, привет, если ты туда. Все, мы вас, короче, мы... О, нифига себе, вот так вот. Все, ладно, мы пошли, короче, вас забираем. Короче, мы решили долго не думать и не придумывать. Супермаркетов в Аргентине, конечно, там дофига, да, получается, там есть
и Dia, и Carrefour, и Disco, и Хумба Джумба, мы решили в Кота прийти, потому что, ну, мы больше здесь всего, наверное, закупаемся. Возьмем мы какой-то гипермаркет и на примере уже непосредственно гипермаркета будем показывать там, потому что будет все у нас получается. Бытовая техника, там химия и все остальное. Будем из каждой категории там парочку товаров сравнивать. Так что это let's go. Я как самый доблестный алкоголик, шучу, не алкоголик, я буду рассказывать про категорию пивко. Пивко, смотрите, ну тут понятно, это родина все-таки Аргентины является Короной, так что Корона здесь это за штуку указана цена. Вот, ну пойдемте возьмем более как бы ну обычное что ли пивасик, я не знаю, чего тут делать. Вот бат возьмем. На момент съемки, чтобы вы понимать, сегодня 22 февраля 2025 года. Мы просто забираем всегда вот так. И вот это превращается в рубли. 161 рубль, получается, стоит банка Бадвайзера. Ну, чего тут еще? Еще хотел сказать, что они очень сильно любят пиво. Вот в такой таре. Это литр, короче, полностью. И оно причем стеклянное. Они потом еще их и принимают возвратные. Ну, в любых магазинах можно сдать. Ну, ничего ты за это не получаешь, как в Европе, но такая вот ерунда. Ну и ценник получается 330 рублей, 300, это песо, 1000 стоит. Вон. Ну вот, мужичок, видите, берет все-таки литровую тему. Все. Пиво тут достаточно большой выбор, не знаю, тут заострять внимание, ничего особого нет. А так, мы вот тут еще прошли с тобой эти напитки. Ну, Зука-мука. Да, это Юпи. Юпи, давай вернемся на Юпи, а пока вот можно вот показать вот эти штуки. Мы вот, например, пьем. Это полностью вот без сахара тема. Тут, короче, есть и помело, тут апельсин, это груша. Это маньяна, манзана, хотел сказать, это яблоко. Прикольно, оно как бы в составе сок, как бы разбавленный сок, его можно пить. Я его со льдом очень сильно пью. Ну, И не сильно газированное. и не сильно газированное, все правильно. Ну, это вот Юппи Зука, которые у нас были. Не знаю, я еще такого количества нигде, ну, не видел. Ну, в России точно не было. Что за такая дикая популярность, я фиг знает. Но вот они, я видел, что дети разводят на бутылку воды, там, получается, засыпают и вперед пьют. Ну, прям как детство. Все, это пойдемте другое дело. Какой-то увидели тут автомат по приему, видимо, использованных пластиковых бутылок. Они все деньги дают. непонятно, дают ли деньги, но они, видимо, все-таки за экологию там перерабатывают. И, в общем, прикольная какая-то тема. Туалетная бумага. По туалетной бумаге, конечно, такая себе ситуация. Она вот тоже цены, получается, за... Сколько здесь? 6 рулонов однослойной бумаги, 323. То есть, если сравнивать с ценами в России, бумага сильно дороже. А еще ключевая особенность здесь найти трехслойную, по-моему. Но это прям... В основном, в общем, она однослойная и двухслойная. Но как-то раз... В общем, мы живем по принципу такому, что если ты где-то идешь, случайно куда-то заходишь, и видишь что-то очень выгодно по акции, ты, не раздумывая, должен это брать. Потому что вот как у нас, например, там в пятерочках, перекрестках, Ашанах и так далее, надеяться на акцию, и которая там везде в магазинах, и ты купишь дешевую бумагу, здесь это так не работает. То есть вот, например, в торговых сетях во всяких, вот там Кота, Carrefour, туалетная бумага стоит, ну вот по столько, то есть, понимаете, да, примерно в рублях. Вот. А иногда бывает такое, что ты идешь, и какой-нибудь частный магазинчик, там китайцев, например, и там 24 рулона может быть за 6 тысяч песо, то есть 600 рублей на наши деньги. Естественно, мы не задумываясь берем. Ну вот есть 30 метров, и я не вижу, сколько здесь слоев.
Ну, скорее всего, однослойная тоже или двухслойная. Ну, больше 2 слоев мы пока в продаже именно не встречали. Бумагу. Это у нас стиральные порошки. Стиральные порошки, ну, здесь каких-то своих местных марок. Вот это вот что-то похоже на наш Ариэль. Цены на стиральный порошок, ну, примерно что-то похожее на российские, как нам кажется. Вот. Единственное, что мы в России стирали капсульным, который в капсулах порошок. Здесь я такого не нашла. Здесь есть либо вот такой вот рассыпной, либо вот жидкий, как он называется, я забыла, гель. Вот, есть всякие ваниши. Снимите цены на ваниши. Ваниши тоже, мне кажется, примерно такие же цены. Я не помню, сколько в последний раз в России я покупала это все. Вот, это кондиционеры. Кондиционеры тоже плюс-минус, цены не сильно дорогие, не кусачие. То есть можно сказать, что вот на всякое постирочное, на как это, бытовая химия, цены более-менее приемлемые. По кормам мы же владельцы как-никак это собаки и кошки. Вот. По кормам, короче, примерно плюс-минус то же самое. Но тут корм, конечно, вот где. А, вот. Мы, не знаю, мы Purina One покупали в России. Здесь какая-то тоже Purina, но непонятно. Вот, плюс-минус одинаково. Коту мы покупаем здесь, а не коту мы покупаем все-таки в специализированных магазинах. Там тоже, короче, даже есть чуть-чуть момент, где-то подешевле, там, Роял Канин мы ему уберем. Но есть один минус у данной, как сказать, у данного корма, что ли, вот для кота. Он, короче, жрет очень много, и очень много его из себя вываливает. Потому что, ну, я не знаю, это, наверное, какая-то особенность определенная. Ну, короче, по кормам какая-то вот такая история, не очень большая. Ну, вот это, гав-гав, корма, гав-гав. Понятно, тут вот маркетинговый ход есть классный. Сразу же опа, поел. Ну, для нас вообще незнакомые марки, и как бы собачульку свою мы таким, к сожалению, не кормим, наверное, к счастью. Поэтому у нас красивый парень. Кота не жалко, да? Кота не жалко. Леонтий. Это видали, да? Я одинокий бродяга, любви Казанова. Он ушел. Вот, смотрите, это мир для тех людей, которые, точнее, мир, говорю, стеллажи, которые любят там Кока-Колу, Пепси, все остальное. Я вам скажу сразу, Кока-Кола здесь стоит пиздец просто сколько денег. Ну вот, давайте заберем, вот банки. Нет, тут не интересно, вот, погнали. Кока-Кола Zero. Zero. Чтоб вы понимали, это 410 рублей. Сколько здесь литраж? 2,25. Вот, ну тут есть, короче, комбо. Они бывают между собой мотают. Но так вообще для чего у них тут кола? Они пьют Фернет, свой национальный напиток из трав. Он что-то похож плюс-минус на Ягермастер наш, но не наш, конечно, да? Мы привыкли просто Ягер, он более такой сладковатый, а этот очень сильно терпкий. Чего ты хочешь? Вот что надо рассказать. У них есть, мы называем это куни-кола, но не мы называем это. И не надо тут это Лёхе Щербакову привет. Вот это, короче, их аналоги, типа делая СТМ-ка прям под это. Ну вот ценник, понимаешь, что за такой же объем 2,25 ты получаешь за 173 рубля. Я пил то и то, пофиг, отличия я сильно не нашел, только в цене. А что? А я акционер, маленький акционер, я всегда люблю акции. Посуда и кухонная утварь. На примере сковородок. Сковородки – это боль для местных русских женщин, потому что они здесь в большинстве своем тонкие и очень дорогие. Вот, например, вот такая вот сковородка, которую, я не знаю, у нас можно купить в Симоленде, там, ну, я не знаю, сколько они сейчас стоят, ну, наверное, 1000-1500, это край. Здесь вот она стоит 4000. У нас просто ребята, которые сюда недавно летели, рассказывали, что им местные заказывали из России, чтобы они им привезли сковородки. И самое интересное, помимо сковородки, еще лопатку, вот такую вот для переворачивания всего. И лопатки здесь очень мягкие, она прям гнется. То есть ты когда что-то тяжелое, там, не знаю, котлету или кусок мяса ей переворачиваешь, она прям вот так вот гнется. В общем, посуда здесь по качеству оставляет желать лучшего, и цены, соответственно, тоже. Понимаю. Говорить не обязательно? Обязательно? Вот, пожалуйста, цены на кружки тоже, они какие-то очень
Не знаю, у нас в фикс-прайсе сколько там? 90 рублей, 50 рублей, ой, 150 рублей можно купить такую кружку, а здесь почти 800 рублей. Но, кстати говоря, это, опять же, цены кота. Если, например, пойти на Онс, Онса — это местный, ну, что-то типа китайского рынка какого-то, и еще есть китайские магазинчики небольшие, там все вот это... О, сушилки, кстати. Так вот, там все это можно найти прям дешевле. И вот на примере тоже сушилок, кстати, какая-то акция, мы когда с тобой искали сушилку, вот такие вот стоили 1000 по 4 на русские деньги, а здесь у них сейчас акция. Вот, а в китайском они стоят, ну, где-то раза примерно в 2, в 3 подешевле. Но качество у них тоже такое себе, они очень тонкие. То есть такая хорошая добротная сушилка, как вот в России мы привыкли, она здесь будет стоить, ну, наверное, 1080 песо. Скоро начинается школьный сезон, с марта у них обучение, мы вот сейчас как раз подаем документы, зачисляемся, и вот тоже тут везде можете видеть школьный базар, и, конечно же, как без тетрадок с футболистами, вообще никак. Макароны у нас, по-моему, в России есть такая марка, но стоит она у нас значительно дешевле. Вот, то есть вот можете посмотреть по макаронам, это... ну да, не все же могут смотреть, наверное. В общем, примерно 800 рублей за, сколько здесь, 500 грамм спагетти. Барилла есть. Барилла тоже здесь 600 рублей за 500 грамм спагетти. Вот. Макароны тут как бы подороже получается, но есть где, вот. Собственная марка Кота, вот они там где-то, ну, рублей за 100 можно купить пачку макарон. В принципе, они нормальные. Мы не сильно часто едим макароны. И когда их покупаем, ну, они не особо чем-то отличаются от наших макарон. Макароны как макароны. Вот. Но вот стоимость где-то рублей примерно от 100 начинается, и в зависимости от бренда. А где хлеб? Вот какой-то богатый хлеб. Вообще, в целом, у них цены на хлеб, дальше мы вам, наверное, покажем, если будут, начинается где-то от 2000 песо, это 200 рублей. Вот. А этот какой-то еще прям подороже, здесь 600 рублей за хлеб. Мы не особо сильно ели, вернее как, я в России хлеб не ела, семья моя его ела. И поэтому, когда мы приехали сюда, мне было без разницы, сколько стоит, а они как бы немного стрессанули. Сейчас мы все потихонечку перешли на хлебцы, кроме Леры, она ест иногда хлеб. Ну, в общем, хлеб это такое, да, для богатых. Пробежимся по ценам на подсолнечное масло для жарки. За сколько здесь? 900 грамм, даже литр получается, нету, 200 рублей. 1,5 литра, 300 рублей. Но это вот самое дешевое, мне кажется, простенькое какое-то. Есть вот Натура, 200 рублей за тоже 900. Ну и вот, в общем, по маслу как-то так. Все, погнали мы, короче, на второй этаж. Он, дедуля такой удивленный, смотрит на нас. Там у нас будет что там, алкоголь, фрукты, мясо такое будет. И, если я не ошибаюсь, хлеб. Это все-таки та социальная корзина, ну, точнее, как сказать, ну, алкоголь не считается, вот. Но мы вот должны все-таки показать вам и рассказать. Кстати, мы там, где вот сейчас танцевали, вот это вот мы все делали, все круто так, да? Там продается бытовая техника, но она такая, и денег стоит, фух, да, все. Возвращаемся к хлебу классному, ну, акция-то круто, 25%. Сразу видим 233 рубля, здесь, сколько здесь? Здесь 330 грамм, короче. Ну вот, хлеб плюс-минус, он весь, как мы и говорили, начинается от 200 рублей, там заканчивается 600 рублей. Короче, ну там есть по акции, я не знаю, но есть маленькая. Ух ты, нифига, за 140 рублей. Вот, тут есть особенность, конечно, у хлеба, он такой, как сказать, кислинкой какой-то отдает не очень. Вот. И хранится, может храниться, короче, без упаковки очень долго, неделю лежать, ничего ему не будет, он не засохнет. Что за лайфхак, я не знаю. Молоко 150 рубликов. Ну, это вот обычная у них тоже СТМ-ка.
1%. Ну, молоко я особо не пью, потому что я не понимаю, вот даже кофе, он фу. Оно. Или как? Ай. Я не знаю, что это за красотень. Тирамису, не тирамису. Ну, короче, они готовой едой тоже очень сильно торгуют, им нравится. Это их вот шики и блеск, это когда надо добавить яйцо. Яйцо добавляют абсолютно везде, хотя денег стоит яйцо. Ай-яй-яй. Ну, кстати, настоящие крабовые палочки, а не эта херня, которая там у нас в России. Ну, как мы видим, прекрасно, 1900 стоит за килограммчик. Мы их пробовали, на самом деле они такие есть, прикольные, замечательные. Кстати, мы брали на том ям мидии с креветками. И в китайском портале они стоят выгоднее. Все? Все. Любят они в панировочке все вообще полностью. Очень сильно любят, им это нравится. Хотя мы ни разу не пробовали и не советую. Даже в этом магазине есть панадосы. Но без них, короче, вообще никуда. У них, кстати, вот там вот, как в Окее, что ли у нас правильно сказать, свой цех они там готовят, разогревают и так далее. Ля-ля-ля-лям. Это, кстати, очень вкусная штука. Это содовая с такой вот пшикалкой. Прям нам очень сильно нравится. И стоит она, в принципе, недорого. 110 рублей на наши деньги. Даже сейчас по курсу текущему песо чуть-чуть меньше. Вот. Она чем-то похожа на слабогазированную минералку. Не соленую. Прикольная штука. Вино, винишко. Винишко мы пьем, конечно же. Как здесь можно не пить винишко? И винишко здесь вкусное. Мы пробовали не сильно много чего. Вот, но цены на вино, как бы, вот если говорить о топе дешевых продуктов, то это, наверное, все-таки вино. То есть средняя цена где-то примерно 300-400 рублей. Это прям за какое-то такое вино подороже. Можно по акции купить за 200, например. Вот. Есть, конечно, какие-то дорогие, я не знаю, чем они отличаются, мы такие не покупали. Мы пьем сухое красное, кстати, тоже, что из интересного. В России мы всегда в основном пили белое сухое вино. Вот, а красное, оно не особо так. Оно слишком, как-то, я не знаю, как это объяснить, тяжело пьется, терпкое или что с ним не так. А здесь оно другое, оно сухое, и оно не такое, что ли, терпкое. Оно прямо отдает вот какими-то ягодками. Очень легко пьется. В общем, мы здесь подсели именно на красное сухое. Фернет, фернетушка. Это вот их национальный напиток. Я, как и говорил, похоже на ягель, но это очень типа горькое такое и терпкое чудо. Они его в основном пьют только с кока-колой, очень много намешивают туда льда. Я не знаю, в каком соотношении процентах они там все это меняют между собой. Но это как бы нам не очень. Ну, а ценник так, это 1200 за бутылку. Это какая? 75-я? Ага, 750. Ох, чуть сейчас тут все не снес. И поехали к первому топу, наверное, это волкашки. Это все-таки забираем мы мартини. Литровая бутылка мартини 500 рублей на наши деньги. Я думаю, что в России, наверное, даже нет близко такой цены. Наверное, там все за 1000 рублей уходит. Кстати, Еще есть, конечно, пироль, когда... можно добавить, да, что пироль в России тоже стоит дороже. Он, конечно, здесь не такой дешевый, как мартини, но тем не менее не такой дорогой, как в России. Молочка. По молочке здесь выбор не такой, как в России. Здесь нету сметаны, что еще, кефира нету. Здесь в основном йогурты. То есть, ну, вместо сметаны можно взять примерно какой-то вот такой вот йогурт. Он будет чем-то похож. Знаете, какой мы брали? Вот такой. Какой-то из вот этих. Он похож, кто-то, возможно, пробовал, уктусский йогурт, самый такой, ну, из Екатеринбурга люди, наверное, пробовали. Ну, в общем, типа термостатный такой вот, не сладкий. Вот он на такой похож. Это что-то самое приближенное к сметане. Вот. А так всяких йогуртов фруктовых большой выбор и питьевых. Цены на йогурты тоже достаточно дорогие. Вот. Получается 270 рублей за питьевой литр.
И вот по стаканчику они все стартуют где-то от 100, скольки там, 20, где-то вот так. Ну, кстати, вот по акциям, по каким-то или еще каких-то вот можно найти там за 60 рублей, но это очень редко. В общем, если вы очень любите молочку, то выбор здесь не особо. То есть йогурты фруктовые, с этим выбор есть, но цены дорогие. Кефир, сметана, этого здесь нет. Яйца, кстати, смотри, какие, фу. Да. Яйца тоже достаточно дорогие, получается, вот за 6 штучек 200 рублей. Вот, но есть, опять же, лайфхак, можно покупать яйца большими упаковками, сколько там, 30 штук получается, в овощных киосках. Там они обходятся 450, по-моему, рублей, да? Вот, за 30 штук. Это выгоднее, чем здесь. И самый вкусный отдел для меня так-то это мяско. Короче, курицы мы наелись в России достаточно очень много. Мы даже к ней подходить не будем, но сразу я скажу, что филе очищенное без кожи, грудинка стоит, короче, 1000 рублей или 10 тысяч песо, короче, ну это жесть. Прямо, потому что здесь говядина стоит дешевле. Есть свинка наша замечательная, хрю-хрю. Вот, ну, блин, я не знаю, по свинке мы тоже особо-то и ее в России-то не едали. Ну вот, давайте возьмем, что это у нас такое? Чулета какая-то для хамоновская. Ну вот, она стоит у нас сколько это? 183 рубля. Ну, вот какая красивая цифра, 555. Также можно какую-нибудь вырезку. Ну, блин, про ничего не могу сказать. Я лучше буду рассказывать про говядинку. Это же страна говядины. Говядины здесь больше всего, кстати. Тут всяких видов разнообразных. Вот, я не знаю, там для мяса, для супа и всего остального. Короче, тут вам это ни о чем не скажет, но всякое мясо есть. Там есть определенные вот вырезки, которые там можно жарить, а можно и не жарить. Короче, ну, я к тому, что вот это можно пожарить, она будет резиновая. Это мы уже знаем по себе не раз уже. Ростбиф это... No entiendo mucho carne. ¿Eso lo ves bien? ¿Tierno? No, hablo poco español. Speak English? So. Ok. Voy a preguntar a la señora. Gracias. Сейчас. Вот так вот. Я, говорит, лучше пойду, говорит, к другой, говорит, сеньоре спрошу, говорит, ты все равно, говорит, тупой, ничего не знаешь. Я так говорит, ну ничего. Вот, на чем я там остановился? Там ростбиф был, мы его, короче, варим, можно варить вот это, можно варить, понимать, это осада, но это их они на Париже делают, но мы, короче, варим, это прикольно. Вот, понимаете, за килограмм там 860 рублей, и, ну вот здесь вот сколько получается? Здесь 1200 грамм. Вот. Короче, мясо выбор очень большой. Не знаю, вот еще вот это вот тибончики, это мы, короче, гоняем на Париж, кладем, и все круто. Вот за 2 таких вот куска получается 640 грамм. Ну, это, грубо, один человек поел, ты второй. Вот дальше 600 рублей. Это, ну, это круто. Так что по мясу здесь вообще прямо оп. По овощам картошка, кстати, подешевела. Она была что-то в районе 1500 песо, по-моему, за килограмм. Сейчас вот 60 рублей. Ну, то есть цены плюс-минус, как у нас. Вот лук, я не знаю, сколько у нас сейчас стоит лук. Но лук тоже дешевый. Вот. И еще мы всегда сравниваем цену с овощной лавкой. И бывает, что там дешевле, выбор лучше, более сочные, свежие. В общем, берем иногда там. Вот. Там можно снять огурцы, помидоры. О, этот, саполита, или как он там называется. Да. Вот, это перцы. Перцы очень вкусные. В овощной лавке иногда берем сильно лучше... Ой, какая я кучерявая. Сильно лучше... Как он, господи, выглядит? Сочный, красный, вкусный перец. И он там дешевле. Вот. А еще вот эти штуки, мы на них ходили, смотрели месяца 2, мы не знали, что это такое, а потом решили взять попробовать. Это похоже на кабачок, и стоит оно недорого. 179 за килограмм. Мы их разрезаем напополам, закладываем внутрь фарш, сверху сыр, помидорка, и очень вкусно запекать и кушать. Еще из них можно делать кабачковые оладьи.
Авокадо, кстати, мы каждый день покупаем авокадо, и вот они здесь твердые в Кота, а в овощных лавках они всегда вкусные, мягкие и плюс-минус такие же. Дульсе де лече — это сгущенка вареная по-нашему. Вот, и она, кстати, вкусная. Мы вот ее берем, когда сладенького охота. Стоит, ну вот столько она стоит. Это за маленькую баночку. Это вот по акции у нас, смотрите. За большую, ну вот, плюс-минус такие цены в районе 200 рублей. Я сказала, что мы едим хлебцы вместо хлеба. Вот такие вот, они похожи на наши корнерс, по-моему, да, они называются. И вот у них цена 120 рублей примерно, 110 рублей. Вот, и они очень вкусные, их очень вместо хлеба с бутербродами есть прям муа. Это вода. Вода дорогая. Ну вот цены на сколько здесь? 1,5-литровая, 185 рублей. А если вот такие большие 5-литровки, но здесь они 6-литровки, они что-то вообще каких-то космических денег стоят. Не понимаю, это вот за нее ценник, да? Вот, это получается 380 рублей. Первое время мы покупали, потом мы купили фильтр для воды, и больше мы воду не покупаем. Но, кстати, иногда в киосках бывает, что можно там 2-литровую купить за 100 рублей, и это прям нормально. Мы всегда радуемся таким маленьким победам. Напротив, где мы снимали, вот такие вот есть супермеркаты, это, короче, китайские магазинчики, и сейчас там на примере некоторых продуктов вам покажем сравнение. Вот туалетная бумага, то же самое, что там, только получаем за 1700. Ну, это 600 рублей какая-то супер оферта, 100 метров. Еще здесь беда с швабрами, тряпками, вот этим вот совсем. У нас нет швабры, и, в принципе, в магазинах ее днем с огнем не сыщешь. Либо это мопы, которые в России там рублей за 300 можно купить, здесь они стоят по 2000. У нас вот что-то типа такое, только широкое, вот этот водосгон, на нее на такую вот тряпку наматываем и моем. И вот у них здесь продаются, как я не знаю, у нас там 20 лет назад, я не знаю, в школе техничка полы вот таким вот мыла. Вот у них вот такие тряпки продают. Ну, молоко в сравнении, да. Ну, тут понятно, что не СТМ-ка, тут 220 тут рублей стоит. Вот. А вот это вот для качков протеинчики. 46 грамм, короче, вот на 1 литр. Я так думаю, что сколько это стоит? 2,5 вроде. Или 2,5. Ну, короче, не важно. Но качки вам привет. Вот эти вообще мои любимые. Видите, это бататы свекла. Они такие сладковатые, ну прям очень вкусные. А по цене никто не знает. А вот, смотри, вон, видишь? Кружки. Ну, это какие-то... А то вообще, прикинь, пластик. А вот керамика. А, ну, вот, да. Что вот надо, только скажи что-то, что. Говорить надо. Ну, вот для сравнения, в общем, в китайском магазине кружки. Плюс-минус. Какой плюс? Говно тоже 8. Да? 750 рублей. Ну, вот просто вот такие. Ну, короче, что-то нет. Ну, короче, массу минус, и это магазин плохой, вот для примера. Да, конечно, мы пойдем, еще поехали. Ну, обосрались, что поделать. Короче, главное показать, как выглядит все-таки. Да, и в нем вот всякая такая, как в нашем фикс-прайсе. Зубочистки какие-то, вот, ножички,
всякая штука-дрюка. О, кстати, а нам не нужен этот диффузор, или как он называется-то? Нет? Ну ладно. Еще хотели рассказать по брендам, которые ушли из России. Например, Nike, Adidas, что там еще? Что-то еще. Вот. Здесь они есть. Vans, Converse еще. Здесь они есть, и цены на них, ну, такие, точно не дороже, чем в РФ, на что-то, наверное, даже подешевле. Например, на Adidas. Мы сравнивали вот Puma, потому что перед отъездом покупали кроссовки. Здесь они чуть дешевле, ну, примерно там на 2-3 тысячи рублей. Вот. Adidas, наверное, да. Так как его сейчас в Россию везут неофициально, то я так понимаю, что здесь он, наверное, тоже дешевле. То есть примерно за кроссовки, сколько мы с тобой смотрели, 1015 рублей там, да? Вот. Что еще хотела сказать? Такие бренды, как H&M, что там еще, Uniqlo, здесь этого ничего нету. Овощная лавка? Останавливаемся здесь, потому что хотим еще показать овощную лавку. Да подожди, я еще не рассказала. Бренды H&M, Uniqlo и все тому подобное, этого здесь нету. Здесь есть только Zara, и цены там сильно дороже, чем были даже у нас при жизни Zara. И качество, люди, которые там одевались, говорят, что прям говно, если честно, у вещей, они разваливаются через пару-тройку месяцев. Вот, а так мы дошли до овощной лавки, сейчас вам покажем, что там есть и какие цены. Можно показать черешню, но мы не знаем на нее цену, и это всегда, кстати, лотерея. Потому что очень часто ты спрашиваешь, они смотрят на тебя и по настроению говорят, какая сегодня цена на черешню. И еще хочется сказать, дыня. Ну, дыня, в принципе, недорогая. В среднем у нас выходит, сколько там, рублей что-то 200, да, за дыню. Вот, и она очень вкусная. И у нас, особенно если когда ее только покупаешь, она не сильно сладкая. Она полежит день в холодильнике, и она прям вообще просто мед становится. Очень сладко. Ну, здесь я сказала про дыню. Ну, здесь что-то такая лавка, если честно. Не сильно большой. Ты снимаешь, да, все это время? Баклажаны. Баклажаны, кстати, недорого. Мы что-то покупали там примерно 100 рублей, что ли, за килограмм. Черри. Кстати, эти черри очень выгодная цена, потому что 300 рублей за килограмм выходит, а мы часто покупали полкило за 350. Мы взяли черри, мы, не знаю, снимать или нет там, но, в общем, мы живем по логике, увидел выгодную цену, бери, не раздумывай. Даже во время записи, да, мы решили взять черри. Масс? No масс. Так еще раз спрашиваю, будем объяснять людям, зачем мы пьем из стакана? Так, как, блин, что объяснять? Ну, что нашли, из того и пьем. Но они подумают, что мы алкаши. В смысле? Мы так алкаши? Просто это вино нужно пить из правильных бокалов, а у нас Ой, нет. началось. Правильно, неправильно. Короче, мы тут решили подвести итого. Спустя неделю. Ну да, хотя бы. Вот. В чем будет заключаться наше итого? Мы, наверное, будем все-таки топ продуктов-то мы сделаем. Да. Таких дешевых, не дешевых. И расскажем, наверное, сколько будет у нас, наверное, как правильно сказать, занимать денежных средств на существование, проживание и нахождение здесь в семью, получается, из 2 взрослых, даже уже из 3 взрослых, получается, и 2 шерстяных. Месяц, за месяц. Да, вот, у нас тут есть немножечко чеков мы подготовили. Кстати, это вот не просто так, не Силькина грамота, а вот чечки есть, все вот тут. Чечки, чечки тут есть, да? Вот. Вот давайте с чего мы начнем. Давайте мы начнем с продуктов, наверное, все-таки топов, которые здесь я буду говорить дешевые, а ты будешь говорить дорогие, хорошо? Хорошо. Ты же дорогая. Давайте, смотрите, с дешевых, давайте из дешевых. Поехали. Говядина точно здесь дешевая, примерно в среднем килограмм говядины здесь стоит на русский пересчет, это 700 рублей. Ну, в зависимости от того, там, какая вырезка, такая я беру средняя, это будет как бы 700 рублей. Я где-то вот тут, такой 700 рублей.
Давай, твой вариант по поводу дорогого варианта. Молоко. Ого, молочка в целом. Молочка в целом, да. И все, что касается йогуртов, молока, ну, в принципе, у меня больше ничего и нет. Ну, сыр. Сыр имеется в Ну, виду, не, ну, который... такой. Ну, творожный, вот, который намазывается, он все равно там масло Ладно, давай, чтобы не растягиваться, ценник Да. у молока. У молока от 100 рублей начинается ценник. Все, окей, поехали. Смотрите, давайте второй, наверное, дешевый вариант. Алкашечка, алкашечка, алкашечка. Мартини. Это примерно сейчас на пересчет литр мартини, там, ну, не Росса обычного, я там не знаю, что там обычное. Это примерно, ну, рублей 430-420 рублей. Вот так. Фука. Кстати, ну что-то кот у нас фигачит. Фуга! Ай, продолжай. А вино ты не будешь в алкашку? Ну, вино в алкашку, да. Я буду вино в алкашку туда, и, короче, ну, сегодня вот мы вообще купили, у нас получилась бутылка вина, я 3 штуки купил, у нас получилось 120 рублей. Дальше. Хлеб. Ого. Хлеб это вообще что-то непонятно, почему он такой дорогой, при том, что он не сказать, что сильно вкусный. Вот хлеб, который продается именно в магазинах, вот в этих вот упаковках, от 200 рублей на наши деньги. Ну, так. Ну, в Может, панадериях можно купить ну, это другое. Да. Андрей, это другое. Блин, что у нас еще тут дешевого такого сильного? овощи, фрукты. Ну, овощи, фрукты, да, сейчас это сезон, получается, например, перцы там болгарские, наши красные. Сейчас, ну, не соврать, мы последний раз покупали за рублей 120, получается, 2 килограмма, но это опять же сезон, в зависимости, когда вы сюда приедете или приедете вообще. Вот. Так что, наверное, овощи, да. Ну и давай топ-3 дорогого, наверное, варианта. Вода. Вода это вообще запикать бы Ну нет, лучше, может быть, не воду. Не в аду гореть в аду. Да нет, вода, что она? А курица? Курица дороже говядины, где видано такое? Ну, нигде не видно, все, короче. Курица и вода. Ну, получается, если у нас мы берем топ-3, то вот 3-е место делит курица с водой. Вода за 5-литровку, ну, здесь у них 6-литровки, ценник плюс-минус 250 рублей. А курица А курица вообще нормально. что-то около 1000, ну, чуть-чуть меньше, наверное. Ну, в общем, около 1000. Вот так вот. Так что смотрите сами по кошельку и по размерам. Мы такой итог еще вот хотим добавить, но сколько примерно, как я и говорил, будет стоить там проживание. Чтобы понимать, ну вот у нас трехкомнатная квартира, это $870, плюс там expenses, ну плюс-минус это получается там $920 проехали. Дальше мы по чековой книжке, хотел сказать, по чекам, наверное, ну, долларов, наверное, 500-600 уходит это все-таки на покушать, попить, ну и плюс 2 шерстяных тоже прокормить. Вот. А что еще из больших трат такое? Это, наверное, все-таки первое время это обучение. Это Ну да, примерно долларов да. 360 сюда, и того мы уже как бы... Обучение испанскому языку. Да, испанскому. Мы хотели, конечно, английский изучать, но сказали, нет, Нет, ты просто испанский. сказал просто обучение, непонятно какое. Ну, Мы ладно. именно говорим про репетитора по испанскому. На семью у нас Вот. уходит в районе 30 тысяч рублей. Так что это вот самые крупные затраты, и тогда 870 там плюс 600 мы уже сколько получаем, 1470 и плюс 360, ну 1800, давайте мы округлим там, вот, ну давайте сюда еще $200 накинем, чтобы получать примерно $2000 по поводу того, что если вы хотите сходить там на развлечения всякие, там на Париж и бассейны, я там не знаю, там куда-то съездить, отдохнуть, рестораны, кафе, бары, там эмпанадосы, ну вот. В среднем получается это $2000. Сейчас, если как бы переводить, ну, я думаю, что вы сами в состоянии перевести. Сегодня у нас какое число сегодня? Одна 28-е? правка, да. Правка. Мы когда снимали видео, мы цены делили на 10. А это у нас в Закрывали начале. ноль. Это у нас в начале. Зачем начать? Да. Ну, почему мы хотели это объяснить? Хорошо. Да я просто это вино такое хорошее. Почему мы так делаем? Потому что когда мы приехали сюда, доллар был по 105-110 рублей, поэтому они к песо были вот
примерно с такой разницей, и поэтому мы везде закрываем одну цифру, делим на 10 и получаем ценник в рублях. Сейчас, на сегодняшний день, курс рубля к доллару, или доллара к рублю, неважно, 86-89 где-то вот так вот рублей плавает. И, соответственно, цены для нас уже стоят все дешевле. А при этом песо, наоборот, упал. И вот эта вот разница, теперь у нас, допустим, то, что стоило 100 рублей, сейчас стоит 80 рублей. Плюс-минус, правильно я сказала? Масса-менес. Масса-менес. Си. Да. Вот. Ну, на этом мы хотим закончить ролик. Мы и так, это будет самый, наверное, самый огромный ролик, который мы там сделали. Он там, наверное, минут 50 будет. Если вы досмотрели вот до сюда, это вам огромное спасибо, что вы оставались с нами весь этот прекрасный выпуск. Мы его долго делали, ну, он получился тяп-ляп, но все-таки. И он получился, мне кажется, самый серьезный. До Да, этого какие-то все никаких-то были, шуток, да, ничего не было. более живые такие, а этот какой-то вот прям как, не знаю, выпуск новостей. Сегодня по Первому каналу в Аргентине новости. Новости вещают Илья и Ирина. Все. Так, все. Просить лайки не будем, ничего не будем, это все. Hasta luego. Чао-чао. Минут 10 пиздели. Ну, ты там вырезал половину.